В этой второй главе используется много техник и теорий из первой главы. В этих видео я покажу тебе, как построить тело из примитивных предметов. Мы сейчас расскажем об этом в этом видео. В следующих видео мы продолжим определять примитивные объекты, чтобы получить полную игру в нашем теле, если хочешь. Ты можешь использовать свою скульптуру головы из главы. Хочу прикрепить к основной части этой главы, но на самом деле в этом нет необходимости, и все как в первой главе. За этим следует слияние, сглаживание и стиль. Изучаю тело. Разница в том, что мы уже планируем стилизацию, пока объекты разделены. После этого я больше углублюсь в тайм-аут, чтобы подробнее рассказать о полировке кузова, одновременно комментируя свои методы, дизайнерские решения и мыслительный процесс. После этого я перейду к основам создания различных типов базовых мер для лепки одежды. Затем следуют демонстрации и объяснение того, как лепить ткань, складки и дефекты. Со всеми этими уроками покончено. Я дам тебе полные прокомментированные временные промежутки лепки твоего тела и одежды. Так что давай начнем так же, как с головой, начнем с моделирования тела из примитивных объектов с минимальными изменениями геометрии головы. Ты можешь создать его с нуля или, если хочешь, просто импортировать из первой главы. Ты можешь сделать это, либо отложив коллекцию, в которую ты поместил объекты head, либо открыв файл, выбрав объекты, которые ты хочешь скопировать, а затем скопировав их с помощью Ctrl-Alt. Тогда открой файл body и вставь объекты контроля над рождаемостью, так что прямо сейчас речь идет о самых основных пропорциях и формах, из которых построено человеческое тело для этого примера. Я снова собираюсь использовать мужскую анатомию в качестве примера, но провалы во времени дождя восполнит остальное, показав тебе женщину. И это снова действительно касается усвоения общих форм тела, форм и структуры. В конце концов, ты мог бы даже просто вылепить все тело из одной сферы, если захочешь, до тех пор, пока ты усваиваешь основы с помощью практики. Точно так же, как и в первой главе, я продолжал упорядочивать свои скульптурные объекты и коллекции и называл их в разделе «Контур» справа. Это очень облегчает быстрое сокрытие, изоляцию и ориентацию. Мы собираемся начать с туловища. Я сделал несколько быстрых рисунков с аннотациями, чтобы показать тебе пропорции и формы, к которым мы обычно стремимся. Ты можешь сам скачать и проверить файл с моими результатами лепки тела. Как правило, все человеческие пропорции можно хорошо измерить, основываясь на размере головы для идеализированного тела. Человек примерно на 8 голов выше. Ты можешь увидеть общие пропорции на этом рисунке с записанными вехами того, какая часть тела находится, где для каждой головы вы складываете друг на друга. Ты можешь найти более подробные иллюстрации этого в интернете. Конечно, просто поищи что-нибудь похожее на пропорции человеческого рисунка. Более точный способ измерения тела был бы больше похож на 7,5 голов. Но мы будем придерживаться идеализированной версии, так как ее проще запомнить для туловища. Хорошо начать смотреть на это со стороны. Позвоночник искривлен от природы, поэтому хорошо начать с туловища, думая о сфере для груди и сфере для таза, которые слегка повернуты вперед и друг к другу. Затем это можно соединить с разделом между ними, чтобы сформировать область живота. Перемести курсор с тремя буквами D из вида сбоку с помощью сочетания клавиш Shift, правой кнопки мыши или инструмента курсор. Таким образом, ты случайно не переместишь курсор с тремя буквами D вдоль оси X, как если бы ты делал это спереди. Мы хотим, чтобы средние объекты всегда были центрированы. Добавьте ультрафиолетовую сферу для грудной клетки со сдвигом A. А затем увеличь масштаб, чтобы размер аннотаций соответствовал размеру S. Затем поверни немного по часовой стрелке вместе с нашим и масштабируй его вдоль локального Z. Как сделать это дольше с S? А затем дважды ударил по Z. Затем ты можешь продублировать сферу с помощью Shift и переместить ее к тазу.
Также приятно отметить, что я включил случайные цвета и параметры затенения. Таким образом, каждый объект заметно отличается от других случайным образом назначенным цветом. Это немного облегчает удержание множества объектов отдельно от вида спереди. Тогда мы можем сделать обе сферы немного шире, масштабируя их вдоль оси X с помощью S, а затем нажал X. Для позвоночника области живота создадим цилиндр, чтобы придать ему форму. Перейдем в режим редактирования и добавим контур края в середине цилиндра с помощью Ctrl-R или инструмента Loop Cut. Затем мы можем выбрать петлю верхнего края с помощью Alt-Select и захватить ее с помощью G. Выровняй его с грудной клеткой. Мы также немного увеличим масштаб по оси X, чтобы сделать грудь в целом шире, чем в центре. То же самое для нижней петли и таза. Но мы оставим это в том же масштабе. Сначала мы попытаемся придерживаться реалистичности, поэтому туловище должно стать более объемным для стилизованного персонажа. Тело может быть стройнее или более разнообразным, просто увеличьте масштаб объектов, чтобы они соответствовали пропорциям тела, которые вы хотели. Поскольку все эти объекты хранятся отдельно, будет очень легко быстро изменить пропорции. Позже, начиная с этого момента, мы добавим самые выступающие мышцы, а бедра добавим кубик там, где должна быть грудь. Затем мы можем разделить куб, используя комбинацию клавиш, и либо вы нажимаете одно из чисел от 1 до 4. Это добавит модификатор поверхности подразделения к объекту с количеством подразделений, основанным на количестве, которое вы нажали. В этом случае free — это нормально. Но вы все равно можете изменить разрешение, которое изменяет вкладку редактора свойств справа, но результат на самом деле больше не похож на куб, и мы хотим сохранить часть профиля куба. Так что давай перейдем в режим редактирования. Выбери все, и мы добавим складки по краям с помощью быстрого сдвига. Это изменит степень сглаживания, применяемого к краям. При разделении его с помощью модификатора. Ты можешь настроить силу, отведя курсор мыши от центра выделения или введя любое значение от единицы от 0 до 1. Сила складки края определяется тем, насколько пурпурным отображается край. Затем мы можем уменьшить масштаб объекта по оси Y и повернуть его на место, чтобы сформировать сундук. Тогда в режиме редактирования выделим правый нижний угол и переместим его немного внутрь, а правый верхний угол наружу, чтобы встретиться с плечом. Тогда мы можем, как и в первой главе, добавить модификатор зеркала и создать центрированный пустой объект с именем Center в качестве зеркального объекта. Таким образом, мы сохраним локальное местоположение и ориентацию каждого объекта. Если мы решим изменить пропорции или что-то в этом роде, мы можем перейти к трапеции, чтобы соединить шею с плечами и спиной. Я уже говорил об этой мышце в первой главе, но я покажу здесь, как соединить его с остальной частью туловища, создать сферу и масштабировать ее вдоль Z-axis. Затем повернулся на месте, чтобы указать как на плечи, так и на голову. С самого верха это должно заполнить треугольную форму, которая указывает на руки. Еще раз добавь модификатор зеркала. Ничего страшного, если эти объекты не совсем соответствуют линиям аннотации, так как позже мы придадим им дополнительную форму. Убедитесь, что объект грудной клетки заполняет среднюю часть, где шея и грудная клетка для лопаток будут просто повторно использовать объект грудной клетки. Выдели и продублируй объект с помощью Shift, а затем перемести его назад. Тогда ты можешь повернуть его вдоль оси Z. Ось с нашей, а затем нажмите Z. Чтобы выровнять его со спиной, уменьшите лопатки вниз и слегка поверните их от вида сзади. Теперь ты уже можешь заметить, как формируются подмышки. Теперь мы добавим дополнительный предмет для живота. Установи курсор с 3 буквами D, в идеале с сайта, прежде чем создавать новый объект.
Если ты скажешь это спереди, это будет смещено вдоль оси X, и объект будет смещен от центра. Ты также можешь выбрать цилиндр живота и установить курсор стремя-1 на выделение с помощью Shift-S, а затем увеличить его, чтобы он отображался только на животе, а не на спине, увеличив масштаб вдоль Z оси вниз по оси Y. Тогда перемести его дальше вперед, нажав G. А потом почему? Следующий. Добавим сферу справа от таза для бедер. Если мы снова посмотрим на рисунок, это по сути соединит ноги с туловищем, а также сформирует, но масштабирует сферу вдоль Z. Повернись и немного повернись с видом спереди или сзади. Как всегда, добавь модификатор зеркала. Если ты посмотришь на общий торс, ты также можешь заметить его искривление. Теперь пришло время попасть в объятия. Ты также можешь организовать эти части тела в отдельные коллекции, если хочешь. Для этого примера мы возьмем букву А, что означает, что руки наклонены под углом и расположены совершенно прямо. Я объясню подробнее о позах отдыха позже. Присмотревшись повнимательнее к рукам, мы заметили, что основные части и движущиеся части — это плечи, предплечья, небольшая часть для локтя и предплечья. Хитрость в соотношении их формы заключается в том, что они образуют своего рода звено цепи. У каждого есть толстая и тонкая сторона, и они вот так вписываются друг в друга. Так давай продемонстрируем это, фактически создав объекты. Мы снова будем использовать для этого разделенные кубики и начнем с плеча. Наведи курсор на три буквы D и на куб. Нажми кнопку управления 3 и перейди в режим редактирования, а затем снова используй Shift, чтобы уменьшить выбранные тобой края. Также помни, что ты можешь изменить ползунок рентгеновского снимка и параметры затенения на 1, чтобы увидеть твою геометрию и режим редактирования. При этом затенение должно быть полностью непрозрачным. Выдели и захвати два угла, которые указывают на шею и руку. Чтобы сделать плечи немного более ромбовидными, переключись на выбор края с помощью двух, а затем уменьши самый верхний край. Поднимись по краю к туловищу вверх. Для плеча будет создан еще один разделенный куб, повернутый спереди, чтобы выровнять его собственную ось Z с плечом. Тогда масштабируй куб вдоль его собственного Z, оси S, а затем дважды нажал Z. Постарайся хорошо соединить его с плечом. Всегда помни о форме звеньев цепи всего этого. Масштабируй верхнюю часть руки вдоль оси Y и немного вниз по оси X. Затем продублируй верхнюю часть руки и поверни ее вдоль собственного выхода к морю на 90 градусов с помощью нашего, а затем дважды нажми Z, а затем набери 90. Зайди в режим редактирования и уменьши размер секции запястья. Мы также можем добавить еще одну петлю для нижнего плеча с помощью Ctrl-R или инструмента Loop Cut, чтобы определить ширину, увеличить масштаб петель вдоль локальной оси Y, чтобы добавить немного толщины к средней части. Чтобы пропустить немного времени, мы можем назначить модификатор зеркала одному из них, а все остальные выбрать и нажать кнопку управления. Затем я выбираю модификаторы, и стек модификаторов будет скопирован на другие объекты, которого ты выбрал для. Ноги будут делать что-то очень похожее на руки. Снова создадим объект из разделенных кубов. Сохранение небольшого кубического профиля очень важно для ног.
Ноги тоже слегка наклонены назад. Затем мы можем добавить несколько петель, чтобы добавить немного профиля отсутствия. Перемести эти петли немного вперед, чтобы немного согнуть верхнюю часть ноги спереди, повернув ее по часовой стрелке, чтобы она была наклонена внутрь. Тогда перемести петли, чтобы нога выпукла справа и немного изогнулась. Согнись влево для колена. Мы можем создать сферу, чтобы соединить верхнюю и нижнюю часть ноги. Разбросанный вдоль оси Z и вращающийся в противоположном направлении, как верхняя нога. Потому что нижняя нога будет дублировать верхнюю и повернута на 180 градусов вдоль оси Z, зеркально отраженной вдоль оси X, с контролем M, и нажал X. И примени масштаб с помощью элемента управления A и пересчитай нормали в режиме редактирования с помощью Shift-In. Убедись, что голень немного смещена вправо от верхней ноги. Снова немного изогни объект справа, но вместо того, чтобы делать S-образную кривую вручную слева, вдавите левую сторону внутрь и держите этот объект чисто изогнутым. Также отрегулируй профиль сайта, чтобы нога становилась тоньше к лодыжке. Этот предмет теперь будет основной голенью и голенями. Поставь курсор с тремя буквами D слева от голени и добавь сферу, увеличь ее по оси Z. Поверни ось и помести ее в голень, чтобы создать икры из этого места. Его нужно расположить немного назад, чтобы он был более заметен при взгляде сзади. Убедись, что оба вместе образуют базовую форму голени. Ну тогда выдели передний левый край, закольцуй и немного заостри складку «Знак» и скопируйте зеркальные модификаторы для объектов ноги, и все готово. В идеале отключите слияние для модификаторов зеркала, чтобы случайно не объединить две стороны там, где они встречаются. Также будь осторожен при копировании модификаторов между объектами, потому что на некоторых из них могут быть модификаторы поверхности разделения, а на других нет. И иногда вы не хотите копировать их снова, теперь наконец пришло время перейти к рукам. Одну поправку мы можем сделать с руками. Сначала нужно немного повернуть нижнюю часть руки, чтобы сделать ее более расслабленной. Помести курсор с тремя D на локоть и переключи точку поворота на курсор с тремя D, чтобы изменить точку поворота, затем поверни левую руку вокруг курсора с тремя D. Создай куб для ладони, разбросанный по трем осям. Чтобы соответствовать такому плоскому Q. Форма, которую ты видишь на экране. Сначала мы сделаем это, а затем повернем его на место с помощью рук. Интересная особенность руки заключается в том, что форма ладони слегка поворачивается в стороны, а пальцы расположены под углом, противоположным этому. Ты можешь посмотреть на свою собственную руку в качестве примера, и потом ты это заметишь. Мы можем повернуть куб на место и добавить подразделение, как обычно. В режиме редактирования мы можем изменить сгибание краев и немного скорректировать форму. Для пальцев тоже будут использоваться кубики, в данном случае цилиндры тоже хороши, но мне нравится квадратный профиль как сюжет. Масштабируй куб вдоль X.
доступ, чтобы получить первую секцию пальца, продублируй куб и расположи его дальше по пальцу. Ну тогда уменьши вторую секцию вниз по оси X, чтобы она была примерно на 3/4 длиннее первой. Сделай то же самое для третьей секции и увеличь ее до 3/4 длины второго 1. Таким образом, мы получаем прогрессирующую разницу в размерах участков пальцев. После этого снова установите точку поворота в виде курсора с тремя D и немного поверните части пальцев, чтобы сделать их более расслабленными. Я соединю кубики, как указательный палец с ладонью. Тогда продублирую указательный палец 3 раза и положи их рядом друг с другом. Но, конечно, не все эти пальцы одинакового размера, поэтому нам нужно выбрать их и изменить их размер. Мизинец, безусловно, самый маленький и помещен дальше в ладонь. Безымянный палец немного меньше среднего пальца, а также немного дальше в ладони. Средний палец может остаться прежним. Указательный палец немного меньше безымянного, но дальше в передней части ладони, так что визуально они соответствуют друг другу по длине. Это, конечно, зависит от руки. Есть разные взгляды на размер и длину рук и пальцев. То же самое касается ног или общих пропорций тела. Эти пропорции, которые я показываю, являются своего рода идеализированным правилом для них. Если ты посмотришь на руку сбоку, то ладонь вместе с пальцами немного согнуты для большого пальца, мы можем дублировать две части других пальцев и расположить их сбоку ладони. Помни, с какой стороны всегда находится большой палец. В принципе, самый простой способ запомнить это, если ты держишь обе руки перед собой, большие пальцы могут касаться друг друга. Некоторые стихи можно еще немного втянуть в ладонь. Нижний большой палец затем непосредственно переходит в запястье. Тогда мы просто расположим и масштабируем кончик большого пальца. Большой палец не только естественно повернут под углом около 45 градусов, но и немного повернут вниз. Если мы посмотрим на рисунки с аннотациями, мы увидим, что под углом большой палец доходит примерно до середины кисти или примерно до конца ладони. Это хорошее буквальное эмпирическое правило, чтобы знать, сколько нужно времени, чтобы показать изгиб ладони немного больше. Мы можем добавить еще одну петлю и переместить вершины сбоку немного вниз и немного повернуть их. Примени модификатор Mirror к объекту Hand, скопировав его из объекта Arm, как и раньше. С Ctrl-L. С этим мы почти закончили. Последнее, чего не хватает, это, конечно, нога создаст ногу в основном из двух объектов. Первый — это еще один разделенный куб, который будет единственным. Этот будет уменьшен по оси Z, и тогда мы сможем определить профиль снизу. В режиме редактирования. Посмотри профиль ноги в интернете, чтобы получить более прямое представление о том, как выглядит нога снизу. Во-первых, мы можем увеличить размер стопы на Y и X, доступ примерно к половине желаемого размера. Тогда мы можем добавить еще пару петель, чтобы иметь больше геометрии для работы с выделением и перемещением вершины, чтобы получить что-то близкое к профилю стопы. Если он окажется все еще слишком маленьким, ты можешь увеличить масштаб объекта. Второй объект, который нужно добавить, это остальная часть стопы. И мы сделаем это, добавив цилиндр и переместив и масштабировав его примерно на место поверх души.
снизу или сверху. Затем мы можем выбрать и переместить вершину, чтобы определить форму больше. Ты также можешь скрыть другие коллекции частей тела, чтобы было меньше визуального беспорядка, включить пропорциональное редактирование, чтобы получить эффект спада при перемещении выделений в режиме редактирования. Используй колесо прокрутки, чтобы изменить радиус этого падения эффекта. Сделай так, чтобы цилиндр примерно соответствовал профилю, но оставь место для пальцев ног. Тогда выбери верхнюю петлю цилиндра и уменьши ее, чтобы она соответствовала размеру лодыжки, затем отодвинь ее назад, чтобы она была соединена с ногой. Нижнюю часть ноги также можно немного опустить вниз, чтобы встретиться со ступней. Тогда, как всегда, добавь модификаторы зеркала, и это будет наша примитивная базовая сетка для всего тела. Также помни, что ты можешь сохранить и повторно использовать любую из этих основанных мер для будущих скульптур в следующем видео. Наконец, перейдем к лепке всех этих объектов в форму. Тогда увидимся.